Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что категорически нельзя делать на похорона. Поговорим о том, что нельзя делать кровным родственникам, что нельзя делать в доме во время того, когда лежит тело усопшего, а также что нельзя делать в день похорон на кладбище. Очень важная и ценная информация, поэтому, друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, а также поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Также обращаем ваше внимание, что далее мы проговорим основные важные моменты. При этом в некоторых регионах может что-то отличаться. И если вы знаете что-то немножечко по-другому, обязательно пишите в комментариях. Итак, первое, что нельзя делать, это ни в коем случае нельзя надевать на умершего человека красное что-либо. Это может касаться и одежды и так далее. Часто бывает так, что на покойнику стараются одеть самую красивую, самую какую-то нарядную одежду, даже специально покупают какую-то дорогую. Но очень важный момент, который вы должны знать: на покойника ни в коем случае нельзя надевать именно одежду красного цвета. Вы спросите, почему именно красного? Дело в том, что красный цвет — это цвет крови. И если вы так поступите, то в ближайшее время кто-то умрет из кровных родственников усопшего. Поэтому вот именно этому моменту уделяйте особое внимание. Также следующий момент – это то, что покойник ни в коем случае не должен быть в гробу, лежать с открытыми глазами. Вы будете удивлены, но есть такие случаи, что покойник открывает глаза. Но это происходит в том плане, происходит в том случае, если глаза закрыты неплотно, и считается, что таким образом покойник, вот именно сущности, могут высматривать кого-то и забрать с собой на тот свет. То есть если вы увидели, что, не дай бог, покойник с открытыми глазами, нужно сразу закрывать. Помните, пожалуйста, об этом. Такое бывает очень редко, но бывают такие случаи. Также нельзя класть покойного в гроб не по его меркам. Если гроб большой слишком для покойника, то это говорит о том, что в доме в ближайший год будет еще одна смерть. И в гробу вообще не должно оставаться никакого свободного места. Бывает так, что в некоторых деревушках, что люди одалживают свои гробы другим людям. Как правило, это очень пожилые люди, потому что не есть села, деревни, где нету служб, вот этих ритуальных служб, и, соответственно, происходит такая ситуация. Но, пожалуйста, лучше этого не делайте, это очень важно. Также никогда нельзя класть в гроб вещи и предметы, которые принадлежат живым людям. Дело в том, что через эту живую вещь притянется не очень хорошие ситуации, и таким образом владелец, который ходит по земле, может со временем уйти вот в мир иной. Поэтому, чтобы этого не было, вообще старайтесь как минимум класть вещей в гроб. То есть могут это быть только вещи именно уже человека, которого нет. Это могут, например, какие-то быть его почетные грамоты, его заслуги, медали и так далее. А в то, чтобы какие-то вещи, особенно фотографии живых, особенно игрушки детей, ни в коем случае этого не должно быть. Также нельзя оставлять в доме и лишние похоронные принадлежности. Если вдруг у вас что-то после похорона осталось, то отнесите лучше их на кладбище. Иначе, к сожалению, они опять же будут притягивать вот эту вот смерть. Поэтому, чтобы этого не было, знаете, вот похороны прошли, закончились, вы все всем раздали, отдали и поставили жирную точку. Далее.
Никогда нельзя забивать крышку гроба в доме умершего. Вы все знаете, что это делается уже на самом кладбище, но дело в том, что бывает так, что почему-то забивают крышку гроба в доме именно умершего. Бывают очень редкие случаи, поэтому ни в коем случае нельзя это делать. И также обращаем ваше внимание, нельзя и оставлять крышку гроба в доме, если сам гроб уже вынесли даже на время. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также выносить гроб должны только мужчины, причем они не должны быть кровными родственниками покойного. Считается, что кровь тянется к крови, и усопший может потянуть родственников по крови за собой. Конечно же, если мы с вами рассматриваем сегодня службу ритуальных услуг, то там, как правило, подготовленные есть люди, да, пожилые, молодые, которые занимаются выносом усопшего. При этом они одеты в особые одежды. Иногда даже немножко это страшно. Иногда кажется, что такие люди, вы знаете, даже души не имеют. Такое впечатление, что это просто, знаете, даже не человек, а просто облако. Но помните о том, что если в вашем регионе или где вы проживаете нету службы ритуальных услуг, то знаете, что должны выносить именно мужчины, и они не должны быть кровными родственниками. Далее, очень важный момент. Когда выносится гроб из дома, ни в коем случае он не должен задевать дверной косяк. Иначе тот человек, который выносит гроб, даже это не один человек, а несколько, могут уйти тоже на тот свет. Как вы видите, достаточно все печально, но наши предки неспроста вот эти знания передавали из поколения в поколение. Также помните о том, что мы выносим покойного головой вперед. Извините, нельзя выносить покойного головой вперед. Даже многие об этом знают, но когда происходят вот похороны, то многие об этом забывают. Только запомните, покойника выносят только ногами вперед. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы душа знала, куда ее направляет, но она не запомнила дороги назад. Конечно, возможно, это какая-то сказка, но вы знаете, наши предки были достаточно мудрыми людьми и понимали, и знали, что нужно делать, а что нельзя делать. Далее, нельзя убирать в доме, пока находится тело усопшего. Если тело находится не в морге, а в доме, там не убирают, не моют полы и не выносят мусор. Также обращаем ваше внимание, если поминки проходят дома, то желательно кому-то остаться и после выноса тела произвести уборку. Считается, даже так наши предки говорили, что ссор при покойнике вымести, всех из дома вынести. Поэтому обращайте на это внимание. Далее очень важный момент, на который многие игнорируют, но все же мы хотим его проговорить. Должны понимать и то, что беременным женщинам и детям до 3 лет вот вообще нельзя присутствовать на похоронах. Вот от слова совсем. Даже если это ваш был любимый, родной вам человек и так далее. Дело в том, что зарождение новой жизни и смерть – это несовместимые вещи. Это, знаете, как плюс и минус, как добро и зло. Поэтому и нельзя, чтобы ни беременная женщина, ни детки не присутствовали. Вообще старайтесь, чтобы дети не присутствовали хотя бы до 7, а лучше до 12 лет на похоронах, чтобы они не видели это. Почему? Потому что дети, они видят другой мир, они видят другие энергии. И это их может достаточно сильно напугать. Они вам могут не рассказывать, потому что взрослые люди, как правило, живут другим, они не понимают, что такое может быть, и ребенок может в себе замкнуться, и, соответственно, начать происходить не очень хорошие события и ситуации в жизни ребенка. Поэтому старайтесь ограждать своих детей, ну и, конечно же, беременных женщин. Далее, на похороны никогда, ни при каких обстоятельствах не приходите в светлых одеждах, только в темных. Дело в том, что светлые оттенки считается, что
что они привлекают внимание смерти. И вообще старайтесь на похороны приходить в закрытых одеждах, в темных одеждах. Также ни в коем случае не одеваем шлепки, босоножки. Должно быть все, и обувь должна быть только закрытая. Помните, пожалуйста, об этом. Далее. Запомните о том, что ни в коем случае нельзя идти перед гробом. Считается, что идет кто впереди гроба, может уйти на тот свет раньше покойника. То бишь этого делать нельзя. Также ни в коем случае нельзя и обгонять катафалк, иначе это также не очень хорошие, сулит вам беды и неприятности. Бывает очень так, что идет похоронная процессия, да, и вы едете на машине. И, пожалуйста, как бы вы не спешили, вот остановитесь, пока не пройдет похоронная процессия, пока не пройдут люди. Пока последний человек это вот похоронной процессии не пройдет, не проезжайте дорогу, потому что переезжая дорогу впереди гроба или во время этой процессии, даже если он пытается уступить, ни в коем случае подождите, помните об этом. Далее, что еще нужно обращать внимание? Когда идет похоронная процессия, и даже если вы не знаете, кого хоронит и так далее, запомните, мужчинам все равно нужно снять головной убор. И также, если вы, например, идет похоронная процессия, а вы идете где-то прогуливаетесь или куда-то спешите, идете на работу, нельзя переходить дорогу, потому что если покойный скончался, например, от какой-то болячки, вы можете навлечь вот на себя эту болезнь. Поэтому, пожалуйста, будьте все-таки внимательны и осторожны. Далее, на самом кладбище ни в коем случае нельзя ругаться, шуметь, спорить, потому что вы должны понимать о том, что кладбище – это мир мертвых. И здесь, недаром говорят, есть такое понятие, как гробовая тишина, да, поэтому ни в коем случае на кладбище, кто бы ни пришел на кладбище попрощаться и так далее, молчите, потом уже вернетесь, будете разбираться и так далее. Но на самом кладбище научитесь вот вести себя спокойно. Даже если вам не нравится, что на похороны пришли те люди, которые не должны были прийти, знаете, каждый человек может провести человека в последний путь, вне зависимости, он был вам враг или был для вас другом. Помните об этом. Также никогда ничего нельзя брать с кладбища, вне зависимости, в день похорон или вообще вы пришли проведать могилку, потому что кладбище, еще раз, это вот особое место. Недаром оно ограждено, недаром выделяется определенная территория, и вы знаете, там проводят определенные обряды. То есть кладбище — это не просто кладбище, которое вот просто, как вы думаете, его выделили на государственном уровне, да, или местными органами, а там еще проводятся определенные ритуалы и обряды. То есть, пожалуйста, обращайте на это особое внимание. Когда вы уходите с кладбища после похорон, ни в коем случае вообще никогда нельзя оглядываться. Даже если вы слышите, что кто-то вас зовет из близких родственников или кто-либо, ни в коем случае этого делать нельзя. Выйдите с кладбища, потом будете общаться и обсуждать, что вы там считаете нужным. А вообще, пока не закончилась похоронная процессия, пока не прошли поминки, пока все не вернулись домой, вот тогда вы уже можете сидеть за столом и обсуждать те или иные вопросы. Но вот именно этот процесс должен быть, знаете, такой вот в тихой, спокойной обстановке. Также, когда вы выходите с кладбища после похорон, необходимо обязательно вытереть ноги. Вот просто возьмите и вытерите. Далее, во время похоронной процессии и уже на поминках никогда нельзя говорить о покойном плохо. Вообще, потому что, знаете, у каждого человека есть свои, как говорится, грешки, было хорошее, что-то плохое. И вообще считается, что поминать усопшего дурным словом нельзя. И это, знаете, правильно. Хотя есть такая поговорка, что покойников можно поминать только добрым словом или правдой.
правдой. Но здесь на ваше усмотрение. Далее, на похоронах нельзя плакать. Очень часто можно увидеть, что если родители хоронят своих детей, да, или какие-то такие моменты, люди все в слезах, в горе и так далее. Вы должны понимать, что пока вы ревете, пока вы плачете, пока вы причитаете, вы держите вот этими слезами, этой болью душу усопшего на земле. И именно душа, она не может вырваться и отправиться в высшие миры для других задач. Также запомните, на самих поминках нельзя чокаться, потому что чокается это у нас, друзья, с вами праздничный ритуал. И считается, что те, кто чокаются на поминках, смерть к ним может прийти в ближайшее время. Ну и, конечно же, на поминках нельзя веселиться, радоваться, рассказывать анекдоты и так далее. Также обращаем ваше внимание, что сами поминки ни в коем случае нельзя устраивать на кладбище. Для этого есть определенные кафе, такие рестораны именно для поминок. Или вы, например, можете это сделать дома, собраться уже в кругу близких и родных людей. Также, как правило, сразу на похоронной процессии озвучивают, куда нужно прийти на поминки. Друзья, вот такой вот важной ценной информацией мы хотели с вами сегодня поделиться. Конечно же, это очень тяжелая тема, потому что когда человек прощается со своим родным и близким и понимает, что в физическом плане он никогда его больше не увидит, очень больно и тяжело. Но помните о том, что наши тела все тленные, так устроено в этом мире, и мы ничего с этим поделать не можем. Поэтому давайте радоваться жизни, наслаждаться и стремиться менять свою жизнь только к лучшему. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь. И, друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.